Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам связать вот такую симпатичную зайку. Она связана по принципу, как мы уже с вами вязали, вот таких кошечек. Вот я вам их всех показываю. Как вы видите, они связаны одинаково. У них отличаются ушки, и у кошечки есть хвостик, ну, у зайки я хвостик не вывязывала. А так они вяжутся одинаково. И получается вот такая зайенька. Ссылку на мастер-класс этих котиков я оставлю на видео и под видео. Если вам понравились такие малыши, переходите и вяжите. А сегодня мы с вами свяжем вот такую зайеньку. У нее мы вяжем ручки, начинаем вязать снизу ножки, вывязываем туловище, ввязываем ручки, вывязываем голову, это одна цельная деталь. И отдельно вывязываем ушки и пришиваем. И также я украсила вот таким бантиком. И получается вот такая красивая зайка. По сантиметрам, если вместе с ушками, то 12 сантиметров. Если без ушек, то 9 сантиметров. Также можно взять карабин, одеть карабин, и это уже будет такой брелок. А без карабина вот такая самостоятельная игрушка. Далее в видео я вставлю начало, вот как мы вяжем вот такую кошечку, так как они вяжутся одинаково, а уже там, где будут отличия между этими игрушками, то я вам буду показывать. И давайте вместе с вами сегодня свяжем вот такую красоту. Для игрушки я буду использовать полухлопковую пряжу в 50 граммах 160 метров. И крючок возьму 2 миллиметра. Берем основной цвет и начинаем вязать ручки. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Колечко затягиваем. В первом ряду 7 столбиков. Теперь второй и третий ряд тоже вяжем по 7 столбиков. И вот показываю, провязали. Это у нас первый ряд, второй и третий ряд по 7 столбиков. И последний столбик мы довязываем не до конца, а берем цвет платья и меняем цвет пряжи. Основной цвет отрезаем. Эти ниточки связываем на 2 узелка. И четвертый ряд вяжем тоже по 7 столбиков. Вот довязываем до конца. Пятый ряд 5 столбиков, 1, 2, 1 вот здесь маркер, 3, 4 и 5. И в конце ряда убавка. Так получилось 6 столбиков. Далее 6, 7, 8 и 9 ряды вяжем по 6 столбиков. И вот по 6 столбиков провязали 6, 7, 8 и 9 ряд. Ниточку отрезаем и вяжем точно такую же ручку самостоятельно. Теперь свяжем ножку, берем основной цвет, снова делаем кольцо амигуруми и ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
колечко затягиваем. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Здесь провязываем 1 столбик. В следующий прибавка. Одеваем маркер. И так вяжем до конца ряда. 1 столбик, прибавка. Всего 3 повторения. 1 столбик и прибавка. Получилось 9 столбиков. Теперь 3, 4, 5 и 6 ряды, это 4 ряда, вяжем по 9 столбиков. И вот связали 3, 4, 5 и 6 ряды по 9 столбиков. Получилась такая ножка. У одной ножки мы ниточку не отрезаем, у второй отрезаем. И теперь будем их соединять и вывязывать туловище. Набираем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Присоединяемся к первой ножке. И по первой ножке вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переходим на воздушные петли. Я здесь всегда делаю таким образом. Сейчас покажу, чтобы не было дырочки. То есть вот там, где мы из первой ножки, вот так набрасываю петельку на крючок и перехожу теперь на воздушные петли. И здесь сделала накид на крючок для того, чтобы провязать столбик без накида. Вот у меня 3 петельки, я их провязываю одновременно. 1 столбик, второй по цепочке и 3 столбик я тоже так провязываю. Вот сделала из воздушной петли, чтобы провязать столбик. И здесь, когда буду переходить на ножку, тоже вот так сделала накид. И только я делаю накид там, где вот мы присоединяли. Вот. И сделала 3 столбик без накида. Теперь по ножке 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Здесь по воздушным петлям 3 столбика. 1, 2 и 3. Получилось 24 столбика. Теперь 8 и 9 ряды тоже вяжем по 24 столбика. И вот 8, 9 ряды по 24 столбика. И в последнем столбике меняем цвет пряжи на цвет платья. Переходим на 10 ряд и вяжем 24 столбика розовой пряжей. Эти 2 хвостика связываем между собой на 2 узелка. Теперь 11 ряд вяжем только за заднюю стенку, так как за переднюю будем привязывать юбочку. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и убавка. Тоже вот только за задние стенки.
Так довязываем до конца ряда, всего 3 повторения, в конце 11 ряда 21 столбик. Теперь 12 и 13 ряды вяжем по 21 столбику. 12 и 13 ряды по 21 столбику. Также я наполнила уже наполнителем. И 14 ряд. 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Повторяем 3 раза, в конце 14 ряда 18 столбиков. 15 ряд, 1 столбик и убавка. Повторяем 6 раз, в конце 15 ряда 12 столбиков. Я еще наполнила наполнителем, и в 16 ряду привязываем ручки. 2 столбика, 1, 2, берем первую ручку и за обе стенки руки вместе со столбиками на туловище провязываем 1 столбик, теперь второй столбик вместе с ручкой и третий. Так, привязали одну ручку. Теперь 3 столбика, 1, 2, 3, берем вторую ручку и привязываем 3 столбиками вторую ручку. 1, 2, теперь второй столбик и третий, и довязываем 1 столбик. Вы смотрите по своей плотности вязания, возможно, вам нужно провязать больше или меньше столбиков для того, чтобы ручки располагались вот в тех местах, где они должны быть. И теперь вяжем 17 ряд. Здесь вяжем 1 столбик, одели маркер, второй столбик и убавка. Так повторяем 3 раза, и в конце 17 ряда будет 9 столбиков. И берем наполнитель, дозаполняем наполнителем. Теперь переходим на основной цвет. Это 18 ряд. Присоединили ниточку. Эти хвостики свяжем на 2 узелка. И из каждого столбика теперь вывязываем по прибавке. Вяжем так до конца ряда. В конце 18 ряда 18 столбиков. 19 ряд, 2 столбика, 1, 2 и прибавка. 6 повторений, в конце 19 ряда 24 столбика. 20 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3 и прибавка.
Повторяем 6 раз. В конце 20 ряда 30 столбиков. И по 30 столбиков провязали 21, 22 и 23 ряды. Переходим на 24. 3 столбика. 1, 2, 3, убавка. Повторяем 6 раз. В конце 24 ряда 24 столбика. И по 24 столбика провязали 3 ряда: 25, 26 и 27. Также я вставила глазки на безопасном креплении. Они 6 миллиметров, располагаются между 24 и 25 рядами, и между глазками 3 столбика. И также наполнила наполнителем. Теперь следующий ряд — это 28. 2 столбика, 1, 2, и после 2 столбиков убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 28 ряда 18 столбиков. 29 ряд, 1 столбик и убавка. Так повторяем 6 раз. И в конце 29 ряда 12 столбиков. Еще дозаполняем наполнителем. И последний 30 ряд — это 6 убавлений подряд. Теперь прячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. Дошли до того места, с которого начинали. Ниточку затягиваем, вкалываем в середину и выводим сбоку. И вот такая основа для игрушки. Теперь будем вязать юбочку. Разворачиваем вот так игрушку. И за передние стенки, которые у нас остались, присоединяем пряжу цвета платья. 3 воздушных петли для подъема. Это у нас как один столбик с накидом. И теперь из каждой петельки я вывязываю по 3 столбика с накидом. Это для того, чтобы юбка была более пышная. Можно вязать и по 2 столбика. Тогда она будет, конечно, не такая пышная. Я вяжу по 3. 1 из этой же петельки, 2 столбик с накидом, и из этой же петельки 3 столбик с накидом. И вот так вяжу до конца ряда. И вот в конце ряда делаем соединительную петлю. Вот получается такая пышнота. Теперь 2 воздушных петли для подъема, и в каждый столбик предыдущего ряда я провязываю полустолбик с накидом, уже без прибавок. И вот так довязываю до конца ряда. И вот получилась такая пышная юбочка. Все ниточки я спрятала вовнутрь изделия. Свяжем ушки. Берем основной цвет. Делаем кольцо амигуруми. В него ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
колечко затягиваем. В первом ряду 6 столбиков. Второй ряд вяжем 1 столбик, в следующий прибавка. Так повторяем 3 раза. Прибавка, 1 столбик, прибавка, 1 столбик и прибавка. Получилось 9 столбиков. Третий ряд, 2 столбика и прибавка, 1, 2, прибавка, повторяем так тоже 3 раза, прибавка, 1, 2 и прибавка. В конце третьего ряда получилось 12 столбиков. Далее 4, 5, 6 ряды вяжем по 12 столбиков. Вот 4, 5 и 6 ряды по 12 столбиков. 7 ряд, 2 столбика, убавка, 1, 2 и убавка. Так вяжем до конца ряда. 3 повторения, 1, 2, убавка, 1, 2, убавка. Получилось 9 столбиков. И по 9 столбиков вяжем еще 3 ряда: 8, 9 и 10. Вот провязали 8, 9 и 10 ряды по 9 столбиков. Получилось такое ушко, и второе точно такое же вяжете самостоятельно. Теперь сделаем утяжку. Внизу у головы вставили ниточку, оставляем хвостик, переходим на второй уголок этого же глазика и выводим ниточку через один столбик от той ниточки, которую мы оставили. Точно так же делаем со вторым глазом. И теперь берем ниточки, подтягиваем их, завязываем на один узелочек, переходим на второй глаз, делаем точно такую же утяжку, смотрим, чтобы она была одинаковая, и завязываем по второму узелку и прячем эти ниточки вовнутрь изделия. Теперь берем розовую пряжу и будем вышивать носик. Вот внизу головы ставила пряжу джинс Ярнард, оставила хвостик небольшой для завязывания. И теперь здесь вышиваем носик. Так делаем несколько стежков. И потом опускаем ниточку вниз до этого хвостика и завязываем на 2 узелка. Получилась такая мордашка у зайки. Теперь берем ушко. Так будем, можно пришивать и вот так ровненько, но я буду складывать их еще раз пополам. И вот так пришью с одной стороны ушко вот за основную деталь, за голову, за 2 половинки ушка, снова основная деталь, 2 половинки ушка, основная деталь и ушко. Вот пришили одно ушко.
делаем узелок, берем второе и пришиваем точно так же. И вот получилась такая зайка. Ее можно украсить любым декором. И сейчас я свяжу бантик маленький. Можно сделать бантик из ленточек, украсить. Но мы вяжем 3 воздушных петли для подъема. Это 1 столбик с накидом. Сделали 2 накида на крючок. Провязали 1 столбик с 2 накидами. Еще второй столбик с 2 накидами. И 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И соединительный столбик в эту петельку. Снова 3 воздушных петли. Далее 2 столбика с 2 накидами. 1 и 2. И 3 воздушных петли. Соединительный столбик. Так, ниточку немножечко подлиннее отрежем. Этот хвостик вот затягиваем, который у нас был. И теперь будем так обкрутили. Сделаем такую вот серединочку. Вот так. Здесь я беру крючок и под вот эти столбики протягиваю вот эту вот ниточку. Завяжем на 2 узелочка. Сделаем такую закрепочку. И теперь берем этот бантик. Можно его вот на одно ушко или вот так посередине. Можно пришить или приклеить. И вот получается такая зайка. Я и пришила бантик, и вышила еще реснички и бровки. Можно взять карабин, одеть карабин, и будет такой брелочек. Можно еще и украсить каким-то декором платьице. И будет готовая такая игрушка или брелочек. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!